В мире румодинга Euro Truck Simulator 2 существует множество карт, но самая известная среди них это Сибирь Map. Но за ней стоит довольно странная история. Давайте признаем честно, никто не идеален в нашем мире, но некоторые люди своей неадекватности преуспевают сильнее других. Среди них я бы выделил авторов Сибирь Map, а то есть Валерия 10 Avoid и его компаньон-моделлера Викторию Винтер. Для начала, по-хорошему, надо рассказать, а кто это вообще, вдруг вы не знаете. Валерий 10 Avoid является бывалым картостроителем с достаточно немалой платежеспособной аудиторией. На его счету как минимум 4 карты, а именно Сибирь Map 1.0, CZM Addon, а также поныне существующие Сибирь Map 2.0 и Hex. Первая версия Сибирь Map вышла примерно в 2017 году. Виктория Винтер же делает модели для карт Валерия. Раньше делает для других людей. Казалось бы, люди бывалые, взрослые, значит адекватные. А вот тут и есть проблема в этом. После создания чата Сибирьмап в Telegram для меня и моих друзей открылась абсолютно другая сторона этих людей. Начнем с того, что если вы абсолютно лояльны к Валерию и Вике, но не снабжаете их деньгами через донат, то каким бы хорошим вы ни были, любое слово или картинка, которая хоть чуть-чуть не понравится Валерии или Вике, вас обосрут на весь чат, скажут, что вы ничего не понимаете, и все делаете не так, вывернут факты на свою сторону и в 70% случаев забанят. Я просто навсегда вас забаню. Так, к примеру, обычный игрок решил написать в чат Сибири. Надеюсь, года через 2 будет Кемерово на карте. После чего другой человек, CrownMZ, решил поправить его и указать на то, что Кемерово будет реализовано в рамках карты Алтай. После этого начал разгоняться конфликт со стороны авторов по причине разговоров не по теме, попытка клеветать CrownMZ, и в итоге этот человек был забанен в чате Сибири и выставлен на показ как неадекватный. Дан Слэш был забанен за картинку и бегемота в клетке. Авторы карты М12 Восток Ивана Фоменко едва не забанили за стикер на аватарке профиля. Автора NNMap Needs, ранее Брахмомент, забанили за реакцию на фотографию Ивана Фоменко в чате. Конечно, в сентябре 2025 года баны с этих людей были сняты, за исключением CrownMZ, потому что зачем его прощать? Он ненадежный человек, вдруг крышу сорвет и начнет оскорблять Сибирьмап. Из этого видно, что Валерий вместо того, чтобы нормально выходить на контакты, поддерживать нейтральные отношения со всеми, не делает этого, потому что ему это не выгодно. Во-первых, я как картостроитель, к сожалению, могу констатировать факт деградации как минимум карты Сибири. Валерий, поняв, что можно уже жестко не стараться, ведь деньги и так несут, перестал как минимум делать разнообразие. Вы можете выбрать две точки по всей карте, и они будут максимально похожи друг на друга, несмотря на то, что между ними в жизни дистанция 1000 километров. В начале своего пути карта была разнообразна, Валерий экспериментировал, в то время это выглядело лучше 90% проектов. Наполнение все еще скрашивают кастомные модели от Виктории, но какого черта в том же NNMap или Project Russia это все имеется, причем бесплатно. Да, Валерий берет деньги, чтобы не ходить на работу, но почему ворованный проект делает это намного качественней? В то же время, почему Валерий за 5 лет работы над модификацией деградирует в строительстве? Во-вторых, за это время Валерий так и не изменился. Например, 3 марта в чате Валеры пользователь Егор, ответ на изображение территорий от Promods, написал: нужно пару косяков исправить, в общем все нормально. Ну что, Виктория Винтер и Валерий отвечают, что тот абсолютно офигел, докопался до мелочей, и зачем это делать, если наполнение и так в целом хорошее. Егор указывает на то, что он это ровно и написал, и говорит, что это за бред. Зачем на него так жестко гнать? Но Виктория пишет: мы не написали, что у тебя мнение какое-то неправильное, абсолютно противоречит своим же словам. И мы же в тебе не разочаровывались. Таким образом, можно сделать вывод, что в чате Сибири все факты будут выворачиваться как угодно админ, и конструктивного диалога не будет, так как вы всегда будете просто неправы. А разве станет хорошо, если не будут строиться территории? Но, конечно, как осуждать Project Russia? Так это можно. А если проект закроется, хорошо разве будет? Самим-то не смешно разгонять за конструктивный хейт, при этом совершает действия, которые противоположны вашим словам ровно на 180. Ты давно никого не банили? Именно на стримах?
За последнее время этот Банус уже не раз пытался помириться с Валерием и доказать ему, что проект хоть и называется как карта от всем известного Палыча и основывался на его архивах, но сейчас она уже давно не та. Вся техническая часть поправлена, добавляются новые территории, которые построены самостоятельно, новые модели и так далее. И главное, нет моделей, ворованных из Сибири. Остались только старые, росмаповские, которые нельзя вырезать из-за использования их на старых территориях. Но Валерий, противореча своей же фразе «против фактов не попрешь», снова все вывернул в свою сторону, сказав: почему техническая часть не исправлена? Хотя ему уже 2 раза писали, что она исправлена. Потом он прикрепляет скриншоты августа 2025 года. К сожалению, у всея величества, мнение уже сформировано. Не поймет чего. Поэтому подожди пару годиков, может соизволит извинить тебя. Чтобы не быть голословным, приведу мнение другого ветерана моддинга, Сергея Зубарева, который долгое время контактировал с Валерием. Сергей? Как он? Зубарев? Да, Сергей Зубарев. Просто у меня позиция такая, не обсирать кого-либо за глаза. Я лично ему тогда высказал по поводу Демидова и по поводу Вики и его мужского поведения, по поводу его отношения к другим людям и что надменное поведение не украшает человека. Но в итоге он на меня забил, видимо, обиделся. А кто любит правду? А Валерии я начал помогать с самого начала его карьеры в картостроении. Еще на Траксиме он в сообщении на форуме попросил помощи в освоении картостроения и конвертации моделей в игру. Я откликнулся и поведал ему секреты, о которых тогда еще никто не знал. Позже, когда он стал сам делать обучающие видео, то выложил эту фишку в народ. Но он не указал, от кого он получил такую ценную информацию. Лавры, конечно, получал он, какой он знаток. Ну и бог с ним. От меня не убавилось. Просто кто-то играет на публику, а кто-то не пиарится, а знает больше. Также потом он черпал информацию из группы Map Editor, а на своих стримах выкладывал ее от своего имени. Я долгое время залочивал его мод. Бесплатно. Он за первую лочку перекинул мне деньжат, а потом все бесплатно. Теперь мои услуги ему не нужны, он нашел более надежную методику лочки. Евгений Рудаков ему помогает в этом деле. И теперь меня можно по боку и забыть про все, что я делал для него. На его стримах я частенько донатил ему. Искренне хотел ему помочь. Даже несколько раз кидал деньжат анонимно, чтобы он не знал от кого. Ну, чтобы не было типа обязательства передо мной. Ну и по-разному ему помогал с префабами, со шрифтом и прочее. По сути, ему много людей помогают. А у него обида на меня возникла, когда я простил Демидова и вернул его в группу Русмапа, а также в чат. Но вернуть в чат можно только друзей, я добавил Демидова в друзья. Временно. Но удалить как-то забыл. Решил Демидову дать последний шанс. И этот мой поступок не понравился Валере. Из-за этого я теперь у него в игноре. Очень по-взрослому и адекватно. Также в разговор влетела и Виктория Винтер, которая сразу же вспомнила сообщение, содержащее только факты и ни одного личного оскорбления. А что, Виктория, разве это не так? Разве после августа мы вас негативно обсуждали? Или тут негатив необоснованный? Ах да, ведь проект Россия Баноса называть ворованным можно просто потому, что там существуют фантомные модели Сибири и неиспользуемые на новых территориях старые модели Русмап. Также Виктория забанила Банос за упоминание улучшения старых серверов через запрет. А если быть точнее, после сообщения «да-да», в ответ на ее фразу «буду я еще слушать всяких псевдоэкспертов». По факту она просто нашла повод, потому что правил у чата нет. Правила придумываются под ситуацию, когда человека нужно выставить дурачком, а себя крутыми и умными. В общем, Виктория, к сожалению, своим поведением и, скорее всего, влиянием на Валеру, мешает карте Сибири находиться в мире с остальными. С Валерием еще как-то можно поговорить, а с Викторией нет. Она всегда будет в своей главе права. И это мнение не только неадекватных школьников, но еще у гуру картостроя Сергея Зубарева. Такие вот авторы у проекта, которые имеют самую большую аудиторию, да еще и платежеспособны. Такое хорошее в кавычках отношение как к людям, так и к картостроителям. Валерий, сразу говорю, если ты хочешь оправдаться немирением с нами из-за неадекватного поведения и неуважительного отношения, то
Пожалуйста, ищи данные случаи в группах Central Russia, NNMAP, M12, а не других, к которым мы не имеем никакого отношения. Делайте выводы сами.